В истории человечества всегда были люди, не согласные с общепринятой точкой зрения, не готовые идти туда, куда идут все, не согласные с мейнстримом, отрицающие единомыслие. Были, есть и, к счастью, будут. До тех пор, пока будет человечество, будут такие люди. Над Колумбом смеялись. Книгу Коперника не воспринимали всерьез. Джордано Бруно сожгли. Галилея застали отречься. Тем не менее, эти люди были, и это люди — гордость человечества. Константин Василий Острожский — фигура не столь заметная, не столь яркая и не столь исторически закрепленная в памяти потомков, но, тем не менее, человек этот удивительный. Он не пошел вместе со всеми. Он не склонил голову вместе с остальными. Он не подписал трусливое отречение от веры предков. Он остался русским и православным, когда все вокруг становились поляками и католиками. Он был белой вороной. Он был не такой, как все. И о нем следующая серия нашего фильма. Речь пойдет о Константине Константиновиче Острожском, князе Острожском, наследнике большого состояния и очень интересном человеке. Я не буду здесь рассказывать о том, какой он был с официальной точки зрения. Я расскажу о своем впечатлении от него. Я давно изучаю этот вопрос, лет 10 последних точно, поэтому кое-какие соображения на этот счет имею. Чем он интересен? Я не скажу, что он какой-то выдающийся военный деятель. Нет, отнюдь. Военный он, по большому счету, никакой, в отличие от своего отца. Да, в Стародубской войне участвовал, Чернигов осаждал, правда, безуспешно. В общем-то, и все. Он известен не своими военными талантами. Он политик. Он защитник веры. И, по большому счету, кремень. Хотя снаружи выглядел совершенно мирным и дружелюбным, добродушным человеком. Когда епископат Русской Православной Церкви Литовской Руси поднял вопрос об унии, поначалу князь Острожский эту идею поддержал. В принципе, это было логично, потому что Православная Церковь Литовской Руси утратила своего предстоятеля. Константинополь был захвачен турками. И, в принципе, болталась, по большому счету, как цветок в проруби. Но унию он видел как союз равных. Он предполагал, что Православная Церковь Литовской Руси войдет в союз с Ватиканом, а не в подчинение. И тем более не в такое унизительное подчинение, в какое оно вылилось позже, во время Брестской церковной унии. То есть вопрос о единстве христианской церкви его волновал, потому что он хотел, чтобы народ и общество Литовской Руси были едины перед лицом постоянной угрозы с юга. Это нормально и логично, это правильно. Синергия всегда лучше, чем энтропия. Он очень много сделал для православной веры на Литовской Руси. То есть все знают, что он строил монастыри, строил типографии, привечал ученых, богословов, теологов, принял печатника Федорова с Петром Мстиславцем, где они, кстати, в Остроге издали первую русскую Библию. Диво, до нас невиданное. В принципе, поддерживал православие всеми возможными силами. Жертвовал на монастыри, жертвовал на иконы,
В общем, был, что называется, оплот православия. Ему это нужно было, потому что у себя на Волыни, на Подоле он был некоронованным королем Литовской Руси. Он владел просто колоссальными земельными наделами и, в отличие от остальных, от большинства остальных магнатов, эти земли не были пожалованиями нынешнего короля, текущего короля. Это наследственное владение. То есть он владел своим княжеством как князь Острожский. Это хорошо и правильно. Это давало ему определенный уровень независимости и автономии. Он мог себе позволить на сейме в Вильно или на сейме в Кракове высказать свое мнение, которое могло абсолютно отличаться от мнения короля, и ему за это ничего не было. Потому что он мог себе это позволить. В случае посполитого рушения он поднимал со своих владений армию в 12 тысяч сабель. Это не шутки. И он постоянно содержал войско почти в 1500 штыков. Это тоже не слабо, это тоже не мало. То есть это, кроме того, что это был оплот православия, он еще был и военным оплотом Литовской Руси. Он содержал войско. По тем временам это было очень важно, потому что войско как таковое постоянно требовало денег. Нельзя было призвать запасных, как это делается сейчас, составить войско и двинуть его на врага. Нет. Тогда армии нанимались. И тот, у кого был зато запас, был воеводой, а у кого не было, нет. Но это нормально. Это в порядке вещей. Ему это было нужно зачем? Он всегда чувствовал себя первым среди равных. Да, он не был воякой, он не был военным гением, он понимал это, кстати, очень хорошо и не лез в военные вопросы. Он был политик. Он умел сложить ситуацию так, чтобы она следовала его интересам, хотя она была изначально, может быть, вовсе и не в его интересах. Он был очень умный человек. И вот начинается, дикий и бешеный хапок земель. Магнатерия, а большей степенью польская шляхта, рвется на юго-восток, получать привилеи на новые земли, сажать туда тяглых и получать пшеницу. И рубить на этой пшенице бабло. Гульден запут. Глядя на все это, православное шляхетство Литовской Руси тоже переходит в католичество, как я об этом уже говорил в предыдущей лекции. Князю Острожскому это неприятно. Но вопрос не в том, что приятно ему или нет. Он теряет опору. Он в ходе всей этой вакханалии стяжательства теряет влияние на шляхту, на своих коллег, ну и, в общем-то, даже по большому счету на свои города и местечки. Потому что православные приходы потихонечку тчанием епископов Терлецкого и Пацея готовятся к унии. Причем к унии в ее худшем виде, в самом неприятном виде. То есть в целовании папской туфли и возвращении православных приходов под лоно Ватикана как схизматиков, как ересиархов, как заблудших овечек. И в этой ситуации князь Острожский получается просто одним из магнатов, причем не самым успешным, не самым знаменитым, не самым богатым. Ему это не нравится, он этому противится, он этому противостоит. Он пишет письма, он выступает на заседаниях Сейма, он собирает коалицию своих сторонников, он уговаривает иерархов православной церкви повременить с унией, он всячески ищет возможность это все остановить. Во-первых, переход шляхты в католичество, во-вторых, подписание унии с Ватиканом. Он хочет оставить все как есть, то есть он хочет, чтобы шляхта оставалась православной, а православные приходы Литовской Руси были самостоятельными. Но для этого разговоров, увещеваний и сбиваний коалиций единомышленников недостаточно.
Для этого необходимы действия, причем действия решительные, энергичные и насильственные. Князь Острожский насилие не любит. Князь Острожский не терпит ненужного пролития крови. Он богобоязнен и по-хорошему честен. Он справедливый человек на самом деле. Но ситуация ухудшается с каждым днем. В конце концов, становится понятным, что Жегемон III плевать хотел на мнение князя Острожского. И тогда князь решается на действие. Я полагаю, что восстание Наливайки, которое многие там считают бунтом казачества или там еще какой ерундой, я как-то читал, давно это было, книжку Миколы Стаховича, кажется, про Стахара. Я уже сейчас не помню, как называется, но там было восстание Наливайка. Там ключевая мысль была о том, что это восстание было поднято для освобождения крестьян. Причем для освобождения белорусских и украинских крестьян. Я думаю, что Наливайко, прочев это, немало бы изумился этому пассажу, потому что ни Беларуси, ни Украины-то не существовало, а освобождение крестьян представлялось совершеннейшей химерой. Зачем нужна земля, если на ней нет тяглых? Вся проблема Речи Посполитой была именно в нехватке тяглых, нехватке людей, которые бы обрабатывали огромные залежи чернозема, которые добывали бы степное золото, пшеницу. Ну, это ладно. Я полагаю, что ситуация с переходом шляхты в католичество и подготовкой унии с Ватиканом в какой-то определенный момент, я полагаю, что это к лету 1594 года, подвигло князя Острожского на то, чтобы начать подготовку к насильственному прекращению этих движений. Более того, я не уверен, конечно, потому что документов об этом у меня на руках нет, но есть косвенные улики, что князь Острожский планировал восстановление княжества русского, то есть воеводство русское в составе Польши, оно было. Это нынешняя Львовская часть, Волынская часть Тернопольских областей. Вот, оно существовало, все в порядке, в этом проблем никаких не было. А вот княжество русское, как третья часть Речи Посполитой, его не существовало, но оно было необходимо. Так думал, во всяком случае, князь Острожский. Именно в форме православного княжества и русского княжества, где никакой унии не было, и где никаких притеснений православных, будь то шляхта или посполитые, не было бы в помине. Но это требовало определенных усилий и, главным образом, поддержки со стороны Литвы. Я полагаю, что поход Наливайка на Литву и был именно во имя этого. Князь Острожский сначала подготовил Наливайка в качестве руководителя восстания, снабдил его соответствующими финансами, вот, снарядил его и отправил на Литву договариваться. То, что Наливайко собрал большой бакшиш с литовских городов, со Слуцка, с Могилева, с Бобруйска. С Бобруйска не особо, потому что не те люди, чтобы дать большой бакшиш. Эти деньги требовались для легализации идеи русского княжества. Полагаю, что Наливайко встречался с канцлером Великого княжества Литовского Яном Сапегой в Быхове в начале декабря 1595 года. Потому что именно в это время канцлер был там. Наливайко был в Могилеве, но от Быхова до Могилева расстояние там около 40 километров. Недалеко. Полагаю, что эти переговоры ничем не закончились. Потому что в ином случае мы бы знали иную историю. Наливайко ушел из Могилева, увел свое войско. И в Речице, это город в Гомельской области на границе с нынешней Украиной, он отправляет польскому королю 2 письма. Это так называемые, известные в истории, универсалы Наливайко. В первом он
предлагает королю выделить для создания независимого православного русского княжества территорию между Нижним Днестром и Нижним Южным Бугом, на которых, как написано было в них, от веку никого не жило. А во втором письме он просит короля снабдить казачье войско, которое пойдет отвоевывать эти земли у Турции и у Крымского ханства, огневым и продовольственным запасом. Именно после получения этих универсалов Наливайки король резко меняет свое отношение к Рокошу Наливайке. Дело в том, что в тогдашней Речи Посполитой подобные телодвижения шляхты не были чем-то необычным. То есть рокоши шляхетские были в порядке вещей. Собирается группа шляхты, объявляет конфедерацию и под какими-то целями ведет свой бунт. Это не подсудное дело. За него не то, что не, там, на площади не расстреливали, за него даже не судили. То есть считалось, что шляхта имеет право публично выразить свое несогласие с существующей государственной политикой и ей противостоять подобным образом. То есть до реческих универсалов Рокош Наливайка был обычным шляхетским времяпрепровождением. Нормально. То есть это не было преступлением, это было, захотели шляхтичи погусарить, бог с ним. А вот после этих самых универсалов это стало государственным преступлением, сепаратистским мятежом. И именно после этих универсалов на подавление восстания Наливайка было двинуто коронное войско. Коронному войску было чем заняться. Оно сейчас в это время как раз осаждало крепость Цицуру в Молдавии. Но король решил, что сепаратистский мятеж – это опаснее и важнее. Естественно, что обычное казачье войско не могло противостоять регулярной армии. Было загнано к Днепру, переправилось через него, бежало к Лубнам с целью перейти московскую границу, но не дошло до границы. Урочище Солоницы было окружено и уничтожено. Суть в чем? Я читал протоколы допросов Наливайка. Главным вопросом у вопрошавших был один. Очень простой и примитивный. А не его ли милость князь Острожский являлся фундатором этого мятежа? Не с его ли легкой руки Наливайка поднял свой рокош? И не его ли милость князь Василий финансировал всю эту музыку? К чести Наливайка надо сказать, что он сказал, на все эти вопросы отвечал нет. Поэтому все предводители восстания были казнены. Наливайка был вообще четвертован, а князь Острожский отделался легким испугом. Но ничем хорошим это, кстати, не закончилось. Потому что его сын Александр, который остался православным, трагически погиб. Остальные сыновья перешли в католичество. И уже внуки Константина Острожского не говорили по-русски и не ходили в церковь. Они говорили по-польски и ходили в костел. К сожалению, Острожский вынужден был увидеть все то, чему он противился всю свою жизнь. Литовская Русь исчезла. Вместо нее появились польские кресы. Кстати, ничего хорошего и для Польши это не принесло. Но это уже совсем другая история.